Сегодня, дорогие друзья, мы приготовим блюдо дикое, ужасное, первобытное. Выглядеть оно будет очень неаппетитно, но при этом будет невероятно вкусным. Зажигаем огонь под казаном и наливаем масло. Значит, мы приготовим довольно много еды. Это будет килограммов 6 или 7 такой сытной, очень добротной каши, на которую пойдет всего лишь навсего 200 миллилитров. Это каких-то там 150-160 грамм растительного масла. Правда сказать, здесь и на мясе тоже то есть вот жирок небольшой, а мясо необходимо взять особое. Можно взять говяжий хвост, можно взять баранью шею, есть у меня здесь небольшая такая, буквально несколько кусочков. Можно взять баранью грудинку. А еще, если говорить об оригинале этого блюда, которому я научился давно, еще лет 20 назад в Ташкенте, в Чайхане, в Махале Сабзавод. Учил меня этому блюду тогда еще молодой парень, теперь уже взрослый мужчина по имени Дильмурод. Дильмурод сказал мне тогда, что я раньше работал поваром в посольстве Узбекистана в Москве. Я подумал, некоторые люди украшают свою биографию, а потом прихожу в посольство, смотрю, такой хороший, рукастый повар, что-то там готовит. Я подошел, спрашиваю: Дильмурод Аке? Сіз ме? Он говорит: да, Дильмурод. А он меня не вспомнил, не узнал. Ничего страшного. Я не обиделся, потому что я получил от этого человека знания. Понимаете? И он вот в чем-то, в частности, в блюде, которое называется маш-кечери с сушеным мясом, он для меня учитель. Если поедете в Ташкент, сходите на рынок и попросите, чтобы вам показали это самое сушеное мясо. Конечно, навряд ли вы его купите, потому что выглядит оно примерно так же, как мумия фараона, которого только что откопали. То есть что-то такое серо-зеленое, но когда приготовишь, вкус необыкновенный. У меня прямо такое сушеное мясо тоже бывает иногда. Друзья из Чечни привозят. Но там сушат немного иначе, не так, как в Узбекистане. Тем не менее, сушеное мясо найти можно и в Москве. Есть в Москве особый чеченский магазин. Поищите через интернет, сходите и купите, если хотите именно сушеное мясо. Я буду готовить с другими продуктами. У меня здесь есть копченые говяжьи ребра. Но начинается все непосредственно с мяса и вот с этих крупных кусков от шеи. Мясо надо довольно глубоко обжарить. Жарить мясо необходимо до тех пор, пока оно не покраснеет. Прям вот уверенно красного цвета мясо должно получиться. Иначе будет не так вкусно, как задумано. Грудинка от молодого ягненка. Вообще говоря, сюда, конечно, было бы идеально мясо от зрелого барана. 3-летнего. Если есть 5-летний, мало ли чего. Вдруг у кого-то есть такие бараны, долгожители, еще лучше подойдет. Потому что блюдо это не готовится шентыр-пентыр за 10-15 минут. Блюдо это должно готовиться хотя бы 4 часа для того, чтобы извлечь из всех продуктов полноценный вкус и получить правильную его консистенцию. Если готовить вот эту нежную ягнятину 4 часа, знаете, что получится? Получатся такие мясные волокна. Это не будет вкусно. Не всякое мясо можно долго готовить. Тем не менее, попробуем приготовить хотя бы часа за 2,5. Идите сюда, у меня есть что вам рассказать. Блюдо называется маш-кечери. Маш-кечери, кечери слово такое, которое вообще-то на Востоке присутствует очень давно. Афанасий Никитин в своем путешествии за 3 моря говорит, что в Индии едят кичри.
То есть готовили это блюдо по всему Востоку. И вот это вот маш, который мы называем маш, в Индии называют, если я не ошибаюсь, урат-дал. Ну, там вот эти вот дал, бывает их несколько видов, это урат-дал. Прежде чем готовить из маша, его надо правильно замочить. Либо можно разложить его в 1-2 слоя на блюде, вот так вот, и залить водой, так, чтобы маш и воздухом дышал, и воду пил. Тогда он разбухает очень хорошо. Либо вот можно тут я насыпал, может быть, в палец толщиной и укрыл влажной тряпочкой. И так вот маш этот стоит уже целый день. Потом его надо будет промыть, разумеется, вот эту воду как следует слить. И посмотреть, может быть, какие-то зернышки маша не увеличатся в размере. Так бывает, когда некоторые зерна, некоторые вот эти фасоленьки маша не доспели. Понимаете, вот они остаются такими же твердыми, зелененькими, как и были. А спелый маш хорошо разбухает. Может даже начать прорастать, если его забыть на день или два. Говорят, пророщенный маш очень полезен для здоровья, но у нас программа про вкусную еду. Поэтому сейчас самое время засыпать лук. Много лука. Здесь вот мясо, наверное, кило 200, может быть, кило 500. И лука в этой косе около килограмма. Нарезали четверть кольцами. Самый обычный лук. И его необходимо опустить к мясу и жарить теперь лук вместе с мясом на сильном огне, часто помешивая, до тех пор... А что я вперед забегаю? Не буду забегать вперед. Смотрите внимательно, для того, чтобы понять, как надо жарить мясо с луком. Пока что давайте займемся говяжьими ребрышками, копчеными. Да их уже, в принципе-то, можно кушать. Ох, один жир. Ох и бычок был, ох и бычок. Весело он кушал, этот бычок. Мясо уже практически готово, и его так долго-то жарить не надо будет, как вот это сырое мясо. Поэтому я его опущу значительно позже. Сушеное мясо, к слову говоря, тоже опускают после того, как уже начнут жарить, например, говяжий хвост или вот баранью шею, начнут жарить, а потом опускают сушеное мясо. Сушеное мясо приготовится вперед сырого. Да. Удивительно, но это так. О, аппетитненько. Красиво выглядит. Еще бы. Полюбуйтесь. Однако даже на одного мужика такое ребро это слишком много, да и не будет удобно там в казане помешивать. Поэтому рубим каждое ребро пополам. Дельмурод учил меня жарить мясо до тех пор, пока лук не растворится в соусе. То есть пока лук не прожарится до такой степени, что его не будет видно. Но если мы так пожарим вот это мясо, то мясо тоже не будет видно. Все-таки это не наша цель. Поэтому я опускаю ребра и хочу объяснить, что эти ребра были не просто так закопчены, они были замаринованы, покрыты специями. И эти специи, я думаю, что окажутся очень уместными в данном блюде. Получится только вкуснее. Так что пусть дальше жарится мясо вместе с копченым. Нагрев под казаном теперь можно убрать до среднего, может быть даже ниже среднего. И пусть еще жарится. Пусть жарится до тех пор, пока и вот это копченое мясо, которое уже практически на 70% готово, не прогреется. Пока все не примет одну и ту же температуру. Ну вот, видите,
Шутя-шутя, получилось ровно то, чему учил Дельмурод. Лука практически не видно. Заливаем кипятком. Причем сюда пойдет, наверное, литра 3 горячей воды. Зирвака, так называемого зирвака, должно быть очень много. Так, чтобы мясо было полностью покрыто. Этого мало. Сейчас вскипячу еще. Бездонное небо, ущелья Тяньшаня, ручьи с гор бегущие. А это спасенье с небес, что поможет пройти одинокому путнику сквозь пески и барханы. Глоток чистой воды. Экселлент. В синей бутылке сияет золотом на белом. Название Тасай. Ну и пусть вот так кипит, пусть вот так побулькивает. Очень хорошо, очень красиво. Сколько времени должно вариться мясо? Все зависит от самого мяса. Может быть, достаточно 40 минут. Если мясо такое настоящее жесткое, то, может быть, и 2 часа должен томиться зирвак. Но следует иметь в виду, что маш быстро не готовится. Маш готовится минут 40, а то и 50. Так что рассчитывайте, исходя из того, какого качества у вас продукты. Жарится, варится я попробовал. Я могу сказать, что соли недостаточно. Я-то рассчитывал, что говяжьи ребрышки копченые содержат в себе довольно много соли, а оказалось, что нет, не так уж и много. Поэтому смело досаливаем, ведь сюда пойдет еще почти что килограмм маша. Было полкило, после замачивания стал килограмм. Сюда пойдет еще 400 грамм риса. Сухого было 400, а после замачивания стало 550, а то и 600 грамм. Все эти продукты требуют соли, иначе будет невкусно. Да и сам бульон необходимо досолить. 1,5 ложки соли. Вы можете, конечно, солить так, как считаете нужным, но это 15-литровый казан. И получится почти что полный казан еды. Конечно, такое количество еды требует определенное количество соли. Можно перемешать и опустить маш. Маш будет вариться довольно долго. Я думаю, минут 40 или 50. Впрочем, кажется, я уже говорил об этом. На первый взгляд кажется, как будто маша очень немного. Но не торопитесь с выводами, подождите чуть-чуть. Тем более, что нам есть чем заняться. Вот это фарш, пропущенный через мясорубку, полкило баранины. Обычной мякоти. Здесь грамм 300 лука. Вот это все необходимо обжарить. Я беру примерно 40-50 миллилитров растительного масла. 2-3 столовые ложки. Очень не надо. Опускаю сюда лук и опускаю сюда весь фарш сразу. Пока лук до мяса не прогрелись как следует, можно и накрыть крышечку сковородки. И потом, когда будем помешивать, лучше закрывать. Температура под сковородкой довольно высокая, пускай вот эти мясные соки, луковые соки выходят, и пускай они осядут снова именно на мясе. Понимаете? Кусочки мяса должны получиться, как бы сказать, как лакированные вот этим самым мясным и луковым соком. Видите, как бурно закипело под сковородочкой. И сок выделился. Вот пока сок выделился, сейчас самое время посолить, чтобы соли было в чем растворяться. Иногда солят там уже одно масло и сухое мясо. Как? Эта соль так и останется крупинками. Примерно чайная ложка, может быть чуть-чуть больше, потому что здесь 700-800 грамм продуктов. Этого будет в самый раз. И перемешать. Если какое-то мясо слиплось в комочки,
комочки непременно разбить. Черный перец. Черный перец для аромата, для аппетитности. Ну, тоже не меньше чайной ложки. И еще раз накроем крышечкой. Пусть еще пожарится, пусть еще прогреется как следует. 12 минут жарится мясо вместе с луком. И вот видите, оно уже начинает краснеть. Дильмурод вот просто пожарил мясо, наверное, лук у него было чуть побольше. И вы не поверите, вот эту кашу, которая состоит чуть больше, чем на 90% из одного мяса, полил вот этим соусом из мяса и лука. А мне бы хотелось к этому блюду чего-то кисленького. У меня есть азербайджанский соус на шараб. Мы готовим древнее узбекское блюдо. А соус из упаренного гранатового сока чисто азербайджанский. Но я не понимаю, что нам может помешать смешать два хороших продукта, смешать две хорошие технологии в одном блюде. Чтобы маршарабу было в чем разойтись, и чтобы получился именно соус, нальем капеллушечку горячей воды. То есть вот теперь, после минут 40 томления, у нас получится такая приятная кисленькая подлива. В принципе, можно было бы чайную ложку томатной пасты положить. Мы получили бы примерно такой же результат по кисло-сладкому балансу, но вкус был бы другой. Мне кажется, что вкус с гранатовым маршарабом гораздо лучше, гораздо интеллигентнее. Ну а здесь посмотрите как. Маш варится уже 15 минут, но ему еще вариться да вариться. Маш должен стать едва различимым в этом блюде. Поэтому я добавил огня под казаном. Пусть кипит довольно бурно и пусть мясо разваривается. Понимаете, эти пузырьки воздуха, когда они проходят мимо куска мяса, и они там где-то прямо образуются, эти пузырьки воздуха, они вот рвут мясо на куски. Вот что происходит. Вот видите, Маша казалось, что его совсем немного. Вот он разваривается, и все превращается в такую вот кашу. Еще и рис опустим. А рис очень хороший. Это рис Чонгара, любимый мой рис. Он впитывает в себя воду столько же, сколько девзира. То есть на килограмм риса до 2 литров воды впитывается легко. Здесь было 400 грамм риса, но он уже замоченный. И я думаю, что он впитает в себя еще минимум 600 мл воды. И кроме того, выпустит из себя крахмал. Тем самым загустив то, что у нас сварится. Нам необходимо получить очень густую, очень вкусную, настоящую кашу. Знаете, о чем я сейчас подумал? Вот, может быть, на этом этапе сюда стоило бы добавить зелень. Причем много зелени. Получилось бы еще вкуснее. И получилось бы примерно так, как готовили когда-то наши далекие предки. Может быть, там несколько веков или даже тысячелетия назад, когда они еще кочевали. Кочевали-то кочевали, но трава, а вот она, под ногами. И люди, конечно, знали, которая из них была вкусной. Все, ждем готовности. Если бы этот казан стоял в кирпичном очаге, вот как вот здесь, либо в глиняном очаге, в традиционном для среднеазиатской кухни очаге, то сейчас эта каша грелась бы не только снизу, она грелась бы и с боков. Потому что кирпич, либо вот глина, это все нагрето. Но когда вы готовите в металлическом очаге, либо готовите вот на газу, как я сейчас, будьте внимательны. Когда каша становится настолько густой, в ней прекращается всякая конвекция.
Во время конвекции тепло от дна казана поднялось кверху, вот так вот прошло, все равномерно нагревается. А сейчас это тепло постоянно остается на самом дне. Поэтому кашу надо постоянно помешивать. Впрочем, от этого она становится только вкуснее. Хотя Дельмуро таки меня бы поругал. Он бы сказал: Маша мало положил, а риса много положил. Дельмуро таки, не ругайте меня. Я же ферганский, мы рис больше любим. Это в Ташкенте про машки-чили, вернее, не про машки-чили, а иногда вот такое выражение бытует, что девушка, вскормленная машки-чили. Это означает, что у нее щечки пухлые и красненькие. Понимаете? Вот что бывает от такой каши. Вот как она влияет на красоту. А машки-чили выкладывают не толстым слоем, иначе его и скушать невозможно будет. И кроме того, рис будет продолжать готовиться и впитает в себя практически всю влагу. Рис будет разваренный и сухой при этом. Понимаете? Поэтому накладывают тонким слоем, точно так же, как шавлю, старшую сестру нашего узбекского плова. Но это еще не все. Я вас предупреждал, я вам говорил, что это будет, пожалуй, что самое некрасивое блюдо узбекской кухни. Но некрасивое не означает невкусное. Потому что сейчас вот сюда нужно еще подлить немного вот этого соуса, подливы из жареного мяса, лука и наршараба. Не знаю, зачем это делают. Видимо, традиция такая. Но если так поступали наши предки далекие, то могу вам сказать, ну не случайно они когда-то захватили половину Евразии. Однако вот такую еду есть, ну не знаю, вот так, как она вот подается, либо с хлебом, а я бы поел именно с хлебом. Чревато для пищеварения. Я добавлю свежий, тоненький, сладкий салатный лук, который перемешан с сумахом и с мелко нарезанной мятой. Честное слово, это будет очень вкусно, хоть опять повторяю, это не по-узбекски. В Узбекистане подают не так. В Узбекистане вот полили вот этой подливой из лука и поджаренного мяса. И вперед! И приятного аппетита! Знаете, как по-узбекски будет приятного аппетита? Сейчас вам скажу. Йокемли иштаха азиз дуслар. Сог болень, бахтли болень. Вот так кушайте. И будете как ташкентские девушки. С вот такими щечками, да еще и красными. Дорогие друзья, впереди Новый год и приятные хлопоты. Но даже от приятных хлопот я готов вас избавить. Посмотрите, в моем магазине stalik.ru продается целых 8 больших кулинарных книг. Есть еще и 5 маленьких, но дело не в этом. Когда вы возьмете в руки эти книги, раскроете их, вы поймете, что цена за эти книги очень недорогая. Кроме того, в нашем магазине, в связи с тем, что Новый год скоро, постоянно проходят какие-то акции. Например, можно купить 2 книжки и получить 3-ю книгу в подарок. Например, можно купить 3 другие книги и получить серьезную скидку. За 4 книжки скидка еще больше, а за 5 или 6 скидка просто огромная. Понимаете, делаете всего лишь навсего один заказ, в скором времени получаете одну очень хорошо, очень качественно упакованную посылку
И у всех ваших родных, близких и друзей уже есть подарки. Да еще какие шикарные. Разве это просто кулинарные книги? Это настоящее счастье. Посмотрите, какие подробнейшие рецепты. Посмотрите, какие великолепные иллюстрации. Честное слово, я очень старался, когда писал эти книги. И уверен, что они доставят вам очень много счастья и удовольствия. Заходите на мой сайт stalik.ru и заказывайте. Если у вас будут какие-то сомнения, вам обязательно помогут.